Приветствую вас на канале Начни вязать. Меня зовут Татьяна. Это канал с уроками по вязанию спицами и крючком. Присоединяйтесь. Сегодня свяжем вот такой узор. Он вяжется полупатентной резинкой, красивый очень. И у нас есть с вами обвитие петель в шахматном порядке. Для вязания нам понадобятся основные спицы, одна спица для снятия петель и маркеры, чтобы не запутаться в раппортах. Схема узора появится сейчас на экране. Также вы сможете найти ссылку в описании под видео, там где будет располагаться схема. Раппорт узора 20 петель, это вот эта часть. Плюс 9 петель для симметрии, чтобы у нас с вами начиналось и заканчивалось одинаково. Плюс по 2 петли с каждой стороны, чтобы была еще небольшая полоска. И у нас не начинались сразу вот эти обвитые петли, не было здесь лишних дырок по бокам. И если вы хотите что-то сшить, это у вас из двух частей будет состоять. Плюс 2 кромочные, то есть 20 плюс 9 плюс 6 петель. Высоту раппорт 24 ряда. Сейчас мы с вами провяжем, а в конце я расскажу какие-то тонкости, которые нужно учесть. Для образца я буду использовать вот такую пряжу красивого цвета. Это пряжа Кроха от Троицка. Я буду делать набор классическим способом. Буду набирать 2 раппорта. 2 раппорта по 20 петель, это 40, плюс 9 петель для симметрии, плюс 4 петли, это по 2 с каждой стороны, для того, чтобы у нас получился край и не были сразу обвитые петли по краям, и 2 кромочные, итого 55 петель. Сделаю небольшую вставку. Я вяжу на спицах с леской, поэтому иногда вы сможете слышать шум лески о стол, к сожалению. По-другому никак. Где могу, я его вырежу, но где нет, прошу прощения. Итак, сделали набор. Теперь мы с вами разворачиваемся. Получается, по изнаночной стороне у нас будет установочный ряд. Его мы не считаем в схеме. В этом ряду мы провязываем резинку 1 на 1. Для этого первую мы кромочную снимем. По лицевой стороне у нас первая петля должна получиться лицевой. Значит, на изнаночной стороне она у нас изнаночная. Так и начнем резинку с изнаночной петли. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Вяжем так до конца ряда. Заканчиваем. Подходим к краю. Последняя петля у нас изнаночная, кромочная, изнаночная. Я вяжу в изнаночных рядах кромочную, изнаночной, в лицевых лицевой. Поворачиваемся. Наша лицевая сторона вязания и первый ряд, когда мы уже начинаем вязать узор. Одновременно я развешу маркеры, чтобы было видно, где что у нас. Снимаю кромочную. Дальше первых 2 петли это наши дополнительные для красивого края. Мы провязываем с вами полупатентную резинку по всему узору, поэтому начинаем уже с первой петли. Мы провязываем лицевую, но заводим спицу не в петлю, которая на спице, а ниже на один ряд. Вот сюда. И провязываем лицевой. Изнаночную провязываем как обычно. Теперь у нас первый маркер. И мы отсчитываем 20 петель первого раппорта. Вяжем полупатентную резинку. Лицевая в ряд ниже, изнаночная. Лицевая, спицу вводим на ряд ниже, изнаночная. Первый раппорт провязан, еще один маркер и еще 20 петель. Второй раппорт, еще 20 петель отмечаю. Теперь у нас осталось 9 петель для симметрии. Заканчиваем на лицевой маркер и последние 2 петли края. Кромочная, лицевой. Первый ряд готов. Переворачиваем на изнаночную сторону. Наш второй ряд, он аналогичный. Фактически у нас повторяется все одно и то же. Снимаю кромочную. Далее у нас с вами первая петля идет изнаночная. Изнаночную провязываем как изнаночную. Дальше лицевая,
лицевую, вводим спицу на ряд ниже, провязываем лицевой. Вяжем так весь ряд. Последняя изнаночная и кромочная изнаночная. Второй ряд готов у нас с вами. Далее мы переходим на лицевую сторону и снова вяжем то же самое. Лицевые петли провязываем на ряд ниже, изнаночные провязываем изнаночными. Мы с вами связали первый и второй ряд. Нужно связать еще 8 рядов, чтобы итого у нас получилось 10. После чего будем делать обвитие петель. Готовы первые 10 рядов узора. Вот это лицевая сторона. Вот это изнаночная сторона. Теперь будем делать с вами обвитие петель. 9 петель у нас будет обвиваться из узора. И сначала мы будем делать это в начале каждого раппорта. То есть в этом ряду у нас с вами обвитие пошло. Раз, пропустили пол раппорта, 2, пропустили пол раппорта и последние петли. То есть 3 раза получается мы здесь делаем. Снимаем кромочную, провязываем первые 2 петли до раппорта. И теперь возьмем дополнительную спицу и переснимем на нее 9 петель. Как будем переснимать? Не просто, как они лежат на спице, а так, как мы уже их будем провязывать. Что я имею в виду? Вот здесь у нас с вами лицевая, и мы ведь будем провязывать ее ниже. Я рекомендую сразу снять, вот заводя спицу справа налево, за работой начинаем ее вводить. Вот таким образом. Потому что когда мы переснимем петли, и если просто снять лицевую, то провязать на ряд ниже после обвития нам будет очень сложно. Придется нить вот эту, которую мы обвили, опускать вниз. В общем, это некомфортно. Поэтому снимаем сразу так, как будем провязывать. То есть в петлю ниже. Раз. Изнаночную, как обычно. 2. Лицевую ниже на ряд. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9. Последняя лицевая у нас участвует в этом. Сняли. Итак, вот что у нас сейчас на спицах. Дальше мы берем нашу рабочую нить и начинаем делать обвитие. У нас 3 оборота. Делаем 1 оборот. Так, сейчас поправим минуточку. Вот так. Итак, 1. То есть здесь не слишком свободно, но не сильно затягиваем. Наверное, вот так. Подтянули. 1, 2 и 3. Теперь этой же ниточкой мы будем провязывать то, что у нас снято на спицу. Что у нас здесь с вами? Первые 2 ниточки на спице — это лицевая, снятая в ряд ниже. То есть мы вот эти 2 нитки провязываем. Это 1 петля лицевая. Следующая изнаночная. 1, 2 — это 1 лицевая. Следующая изнаночная. Итого мы уже 4 провязали. У нас 9. Вот это 5 лицевая. 6 изнаночная. 7 лицевая. 8 изнаночная. И 9 лицевая. Вот что у нас получилось. Оставшиеся петли раппорта также провязываем полупатентной резинкой. Второй раппорт давайте еще раз вместе с вами провяжу обвитие петель.
Снимаем 9 петель на спицу. И теперь провязываем. Начинается у нас с лицевой, которая из 2 ниточек на спице левой состоит. Довязываю оставшиеся петли раппорта полупатентной резинкой. Ну, у меня будет здесь последнее тоже обвитие, и таким образом мы заканчиваем 11 ряд. Вот что у нас получилось при провязывании 11 ряда. Это на лицевой стороне. Теперь переворачиваем вязание наизнанку. 12 ряд мы как бы завершим нашу половину раппорта, то есть сделали обвитие и провязали изнаночную, вернулись на лицевой ряд. 12 ряд, все аналогично, лицевые на ряд ниже, изнаночные изнаночными. После того, как провяжем 12 ряд, мы с вами вяжем еще 10 рядов, также полупатентной резинкой. То есть встретимся в итоге в лицевом 23 ряду, где будем снова провязывать обвитие петель. Я провязала 22 ряда. Сейчас будет у нас лицевой 23, в котором мы будем делать уже перекрещивание в шахматном порядке. То есть мы делали в начале раппорта, будем делать в конце раппорта, вот в этих местах. Начнем также, снимаем кромочную, провязываем 2 петли, которые у нас до раппорта. Теперь смотрите, у нас с вами в раппорте вот здесь 20 петель. То есть 10 петель идет вот на одну эту косичку, скажем так, да, на одно это перекрещивание, и 10 на другое. То есть сейчас мы провяжем с вами 10 петель просто по узору. Провязываем лицевые на ряд ниже и изнаночные. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Закончим изнаночной. Вот, теперь у нас следующие 10 петель, которые будут участвовать. При этом мы первые 9 сейчас снимем и будем делать обвитие, а изнаночная последняя у нас останется просто для провязывания. Берем дополнительную спицу и снимаем точно так же 9 петель. Лицевые снимаем на ряд ниже, изнаночные так, как они есть на спице. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Одна петля раппорта остается. Делаем обвитие. Одно, второе и третье. Теперь провязываем петли с дополнительной спицы. Первая у нас будет также лицевая. 2 петли, это 1 лицевая.
изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и последняя лицевая. Последняя петля из раппорта изнаночная. Готово. Вот что у нас получается. Второй раппорт аналогично. Первые 10 петель просто провязываем по узору. Следующие 9 петель переснимаем. Делаем обвитие. И провязываем. Провязываем оставшуюся изнаночную петлю второго раппорта. И наши дополнительные 9 петель, которые для симметрии, в данном случае они у нас просто провязываются узором. И 2 петли по краю изделия. 23 ряд, лицевой ряд готов у нас. Мы сделали с вами 2 раза обвитие петель. Теперь у нас 24 ряд изнаночный. Мы просто провязываем нашу полупатентную резинку. На этом раппорт в высоту окончен. Он составляет у нас 24 ряда. Следующий ряд лицевой вы начинаете с первого ряда по схеме. Итак, вот такой наш узор. Довольно тянущийся. За счет того, что здесь полупатентная резинка, он у нас такой очень объемный, съедает очень много пряжи, учитывайте это. Примерно на 30%, а то и больше, чем лицевая гладь уйдет на этот узор. Он получается двухсторонний, но у нас немножко по-разному выглядят стороны. То есть по изнанке у нас вот так, немножко вот здесь петля, которая идет на обвитие. Если будете делать ее плотнее и больше вот эту часть прижимать, то, конечно же, здесь у вас может получиться дырочка поменьше. Если свободно, то дырочка побольше. Затягивать можно по-разному. Можно сделать образец, посмотреть. Вот, допустим, у меня вот здесь вначале я затягивала не очень сильно, а вот здесь наоборот посильнее, да? И можно заметить, давайте сделаем подальше. И можно заметить, что разница небольшая есть, да, здесь и вот здесь. Я бы рекомендовала этот узор для каких-то двухсторонних, опять же, изделий, например, шарф, плед, палантин, что-то вот такое. Что касаемо пряжи, лучше, конечно, какую-то шерсть, полушерсть, возможно, даже акрил. В хлопке нужно будет следить, конечно же, за петлями, чтобы они были все ровные и красивые. Ну и плюс будет полотно тяжелее, потому что хлопок у нас тяжелее шерсти, конечно же. Также будет здорово смотреться в пряже, которая после стирки будет распрямляться, разбегаться в стороны. И у нас вот будут как раз такие вот прекрасные круги, которые получаются из патентной резинки. Выглядит очень-очень красиво и как-то, знаете, так очень стильно, в общем, богато, по-царски, я не знаю, у меня какие-то такие ассоциации возникают с этим узором. Что касается провязывания, начинала я здесь
классическим набором, заканчивала просто провязывая петлю, протягивая ее сквозь петлю на спице. То есть это не эластичное закрытие и смотрится хорошо. Как раз для края, когда нужно зафиксировать, будет замечательно. Также вариант здесь делать итальянский набор. Или еще есть вариант не итальянского набора, который мне очень нравится, когда получается такой фабричный красивый край, эластичный, тоже подойдет для этого варианта как набор. Или закрывать петли иглой, как резинку 1 на 1. Здесь как раз на спицах у нас все время лицевая и изнаночная петля, и иглой закрыть проблем никаких не будет. Вот такие моменты, которые я вам хотела рассказать касаемо этого узора. Мне он очень понравился. Думаю, в аксессуарах он будет выглядеть просто великолепно. Можно взять даже пряжу какую-то не очень толстую, но большие спицы, чтобы получилось воздушно для палантина, например. Мне кажется, будет просто великолепно выглядеть. Так что можете рассказать в комментариях, какие у вас еще идеи возникли, где можно применить данный узор. А я на этом буду с вами прощаться. Если видео понравилось, урок был полезным, обязательно поставьте лайк, оставьте комментарий. Вы можете поделиться этим видео со своими друзьями, которые вяжут. Это будет очень здорово. Обязательно заглядывайте в описание под видео. Там бывают полезные, интересные ссылки на все другие мастер-классы. И увидимся в новых уроках. Всем пока!